Типичные ошибки при покупке недвижимости в Турции. Покупка дома или квартиры в чужой стране – серьезный шаг. Ошибки в таком деле могут обойтись очень дорого, но постоянно думать о страхах, откладывая свою мечту на потом, нисколько не лучше. Пока вы сидите и боитесь даже подумать о покупке жилья в Турции, другие люди уже живут у моря и инвестируют свои средства в проверенные проекты, которые в перспективе приносят отличный доход. Но ошибок все же избежать сложно, ведь приобретая недвижимость в другой стране, нужно изучать все детали. Поэтому ниже мы расскажем о наиболее встречающихся ошибках иностранцев, покупающих жилье в Турции. Но сначала стоит уточнить, что разговор пойдет о приобретении недвижимости именно в Алании, а не, например, в Стамбуле или Трабзоне. Причина очевидна. Алания находится на Средиземноморском побережье, которое за последнее время стало настоящей туристической Меккой. Туда стремятся практически все иностранцы, поэтому в Алании постоянно развивается инфраструктура и развлекательная индустрия. Поэтому здесь комфортно жить и работать, не переживая о своей семье. Если говорить о привлекательности Турции для инвесторов, то тут опять же у курортной зоны в Алании и Анталии нет стоящих конкурентов. В этих регионах активно строятся масштабные туристические комплексы, отели и, конечно же, коттеджи и многоквартирные дома. При этом, покупая квартиру в Турции, вы получаете возможность стать ее гражданином. Естественно, к покупке недвижимости в другой стране нужно относиться максимально серьезно и обдуманно. Многие покупатели не думают о сложностях процедуры, стремясь побыстрее купить жилье у моря. Из-за этого нередко люди теряют и время, и деньги. Если вы думаете о покупке дома в Турции, обязательно изучите чужой опыт и ошибки. Никто и думать не желает о том, что у местного рынка есть свои особенности. С самого начала покупатели должны понять, что в каждой стране есть свои правила, законы, тренды, прогнозы цен и особенности самого жилья. Не зная законов местного рынка и думая, что к Турции применимы российские, белорусские или украинские мерки, вы сразу же совершите множество неисправимых ошибок. Перед покупкой необходимо полностью изучить ключевые тренды турецкого рынка недвижимости и узнайте, какая существует разница между рынками первичного и вторичного жилья. Также стоит найти сведения о том, как складываются цены на жилье. Естественно, важное место занимают вопросы об отоплении, инфраструктуры и так далее. Многие даже не думают о рисках покупки вторичного жилья, построенного 40-50 лет назад. Следует не забывать, что в Турции рынок недвижимости развивается невероятно быстро. Такую интенсивность точно не сравнить с тем, что происходит в странах СНГ. Современная недвижимость полностью отличается от жилья, которое было построено 20 лет назад. Причины кроются в спросе покупателей и изменениях, касающихся стандартов. Все ориентируются на цены за квадратный метр. Представим, что вы наконец-то начали выбирать будущее жилье. Теперь вы изучаете каталоги и пишете в агентство недвижимости, желая узнать о ценах за квадратный метр в Анталии. Вам могут назвать стоимость, но ответ вообще ничего не будет значить. Кроме того, специалисты по недвижимости очень редко могут ответить на такой вопрос. Если ориентироваться исключительно на этот параметр, скорее всего, вы испытаете серьезное разочарование. Под площадью квадратуры в Турции подразумевается не только жилое пространство. В площадь входит даже небольшое место возле двери на лестничной клетке, балкон и толщина стен. Стоимость складывается из совсем других факторов. Это, например, этаж, год постройки, сторона света, вид из окна, инфраструктура и так далее. Именно поэтому оценивать жилье нужно на месте, заранее определившись с районом, а о квадратных метрах можно забыть. Не думать о том, зачем и для чего приобретается жилье в Алании. Естественно, покупка недвижимости является важным шагом, который совсем не похож на обычный поход в магазин. Поэтому руководствоваться спонтанными желаниями точно не стоит. Если вы не желаете рисковать, четко определитесь с целью. Чтобы купить свой домик у моря, в который можно будет летать отдыхать вместе с семьей и друзьями, нужен один вариант. Если вы желаете сдавать квартиру в аренду, придется учитывать совсем иные факторы. Если вы решились на переезд в Турцию, нужно будет руководствоваться другой стратегией при выборе квартиры. Именно поэтому перед выбором квартиры нужно определиться с собственными ориентирами, лишь после этого можно звонить менеджеру и указывать на жилье своей мечты. Покупка самой дешевой недвижимости. Сильно низкая стоимость квартиры обязательно привлекает внимание каждого покупателя. Сэкономить деньги хочется всем, а вот бюджетную недвижимость найти на рынке сложно. Поэтому нередко покупатели, видя дом за низкую цену, сразу же бегут его покупать. Однако заниженная стоимость всегда указывает на то, что у объекта имеются проблемы, и построен он наверняка очень давно. К примеру, дома, которые сдавали в эксплуатацию 30 лет назад, строились без учета европейских стандартов безопасности.
Их строительные характеристики, планировка и коммуникации наверняка в плохом состоянии. Турецкий рынок недвижимости развивается невероятно быстро, о чем мы говорили выше. Главные характеристики вторичного жилья, а именно состояние коммуникации и инфраструктура, практически не отвечают потребностям современных жителей. В таких квартирах люди чувствуют себя некомфортно. Кроме того, деньги, сэкономленные на покупке такой недвижимости, скорее всего, придется вложить в очень дорогостоящий ремонт. Ну а главная проблема возникает тогда, когда вы решитесь продать это жилье. Невозможность учитывать все расходы. В основной массе ситуаций цены на дома указываются без учета сборов и налогов, которые нужно заплатить после подписания сделки. Все неучтенные детали наверняка серьезно ударят по бюджету. Выбор неподходящего посредника. Это один из важнейших моментов. Важно, чтобы фирма, с которой вы хотите работать, имела отличную репутацию и могла представить всю необходимую информацию на русском языке. Данным фактором пренебрегать точно не стоит. Если возникнут проблемы, связанные с законом, компания должна иметь ресурсы, чтобы встать на вашу защиту. Команда Ansar Life будет сопровождать вас на каждом этапе воплощения вашей мечты в реальность.